Привет всем! Была небольшая задержка, у меня тут ремонт в спальне много времени занимает, но уже почти все готово, выглядит очень круто, и поэтому добро пожаловать к следующей части нашего руководства по редактору игры Хайди. Сегодня мы будем рассматривать одну вещь по заявкам из комментариев. Да-да-да, ребята, я не просто так вам говорю, пишите в комментарии ваши вопросы, а я действительно их читаю и даже реагирую на это, поэтому пишите больше, будет всем интересней. Итак, запрос был, как нам нашей красавице, например, подарить вот эту вот такую вот юбочку. Юбочка из другого мода от нашего доброго приятеля Simple Sim 7. Ссылка на оригинальный мод будет добавлена в описании видео. Ну, а мы рассмотрим, как это делается на его примере. Не так ли? Итак, поехали. Очень важный, но не технический момент. Всегда, когда вы используете какие-нибудь вещи из модов других создателей, обязательно указывайте на оригинального автора. Очень важно, так что не забываем. Переходим к технической части нашего руководства. Итак, первое, что нам нужно, это подписаться на мод, откуда мы хотим взять вещь. Я уже подписан, поэтому у меня уже этот мод в Steam, а конкретнее в Steam Apps Workshop. Здесь в папке Content лежат абсолютно все моды, на которые вы подписаны в какую-либо игру. То есть мы сейчас находим просто-напросто самый последний мод, на который мы подписались. Вот он. Этот мод Сузука в компримированном состоянии. Чтобы нам его распаковать, переходим в папку Хайди. Здесь есть одна эксешка Unpacker Exe. То есть мы просто перетягиваем запакованный мод на эту эксешку, и у нас создается распакованный архив с этим модом. Для удобства перетягиваем его в фолдер Хайди Outfits. Здесь лежат у нас все костюмчики Хайди в распакованном состоянии. Так, и здесь нам нужна юбочка. То есть берем, копируем, создаем опять же папку для нашего уже мода, скажем, назовем копируем эти файлы сюда, открываем файл с окончанием MTL, Material. И видим, что здесь у нас задействованы 3 графики. Получается, копируем их тоже. Body, ND и semi-S. Копируем. Перетягиваем. Эдитируем. Под наш мод. Сохраняем. Ну и нам нужен также файл с окончанием outfit, чтобы можно было использовать этот костюм в игре. Так как мы используем только юбку, а наша красавица, значит, остается оригинальной Хайди, поэтому мы копируем просто-напросто файл от оригинальной Хайди и
ну, называем его так же, как наш мод. Переименовываем его. То есть вводим в имя наше имя и в default заменяем true на false. Потому что true может иметь только оригинальный костюм Хайди. Так, ну и нам надо добавить, мы хотим добавить еще один слот, да. То есть добавляем еще один слот. Называем его соответственно так, ну и редактируем под наш мод. То есть делаем ссылки, обновляем ссылки к файлам, которые мы только что скопировали. Причем у нас здесь все называется skirt. Так, вроде бы готово. В общем, после этого открываем Blender. Пользуемся опять нашим излюбленным импортером, причем импортируем уже outfit. Навигируем к только что созданному нами аутфиту. Грузим его. Ну и видим у нашей, конечно, излюбленной Хайди бедра немножко пошикарней, чем у Сузуки. Поэтому просто-напросто выбираем юбку, скалируем, нажимаем на скалирование и увеличиваем ее. Так, наверное. Я думаю, пойдет. Так, ну это мы удалим, чтобы не мешал. Позиционируем немножко, но еще увеличивать тут похоже придется. Да, вон просветы. То есть скалируем еще раз. Лучше, но можно еще немножко. Я думаю. Скажем. Вот так. То есть просветов нет, но она будет немножко тут выпирать. Но это ладно, ничего страшного. То есть заскалировали. После этого оставляем юбку селектированной. Идем на экспорт. Экспорт D-Mesh. Называем ее соответственно, как мы уже называли. Так, ну и, то есть мы сейчас это экспортировали как D-Mesh. Опять же, как и с анимацией, нам надо из этого файла сделать компилированный файл. И это мы делаем в редакторе. Заходим снова в редактор, открываем Tools,
идем на импорт модул, открываем наш только что созданный DMesh. Экспортируем его. Значит, мы сейчас только что переписали юбку из оригинального мода Suzuka, то есть нашу уже скалированную юбку мы сейчас переписали. Также экспортируем скин. Я не знаю точно, имеет ли это функцию или нет. Ну, посмотрим. Ну и в общем все. В принципе, мы готовы. То есть можем пробовать. Так. Смотрим костюм. И вот она наша юбочка. Не знаю, почему цвет не перенялся. Но в принципе она и белая выглядит красиво. На нашей Хайди все выглядит красиво, не так ли? В общем, вот так вот это делается. Как мы видим, тут немножко, конечно, неполадки на наших пинающих модельках, но в принципе у них и движения такие не совсем повседневные, так сказать. Ну, то есть, конечно, можно все оптимировать еще конкретнее. То есть, как мы видели в начале видео, тут тогда я в тот раз немножко загрузился поконкретней, то есть там эффектов добавил, чтобы она выглядела так немножко шелково. Этот ремень создал, чтобы тоже тут не так было заметно там просветы или ну, то есть все это делается либо в блендере, ну, вернее, в блендере это все делается. Но вот так вот это выглядит. В общем, разобрались, да? Ну, давайте снова наш костюмчик зацепим новый. Ну, в общем, вот так вот, друзья. Надеюсь, было что-то полезное, интересное. Повторяюсь, опять же, пишите ваши вопросы в комментариях, потому что мы их рассмотрим.
И на этом завершим нашу серию. Всем приятного времяпровождения. Давайте, пока. Рвануть, да, что не так, это сам не так, тебе скучно здесь, скучно как, качать, да, все вот так.